Всем привет, друзья! Значит, сегодня хочу вам рассказать про этот руль. Давайте чуть подальше сделаю сиденье. Очень и очень многие просили именно ссылку вот на этот руль. Но я не хотел оставить ссылку, потому что я хотел все рассказать. Также рассказать о товарах DMP Car Design, типа качественный товар, ничего подобного. Давайте начнем с руля. Давайте сначала плюсы, типа преимущества, а потом уже недостатки. Преимущества. Да, красиво, очень солидно выглядит. Все, на этом плюсы заканчиваются. Во-первых, хочу сказать, что не покупайте ничего у DMP Car Design. У DMP Car Design все товары тоже из AliExpress, тоже говно, тоже мусор, но типа на коробке написано DMP Car Design. Иногда. Но на AliExpress вы покупаете, допустим, дешевле тот же самый товар, чем на DMP Car Design. Из-за коробки, что там написано DMP Car Design, но тот же мусор, что и на AliExpress. Поворотники, бегущая дорожка, DMP Car Design. Мусор, просто мусор. На AliExpress не то, что лучше даже. Там даже написано AMG. Там написано AMG. Логотип красиво светится на AliExpress. У DMP Car Design мусор, также с недостатками. Вот я покажу, что есть недостатки. Я все это ему показал. Вот этот руль стоил $1500, друзья. Я несколько раз спросил, руль оригинал? Он говорил, да, руль оригинал. Руль я получил, я нажал вот на эти кнопки и просто офигел. Просто офигел. Я вот так вот видео записал, отправил ему, говорю, это оригинал? Он говорит, нет, Китай. Вот так даже видно, что это китайское говно. Вот, видите, кожа просто китайское говно, друзья. Я вам серьезно говорю, вот так я получил. Вот невозможно, чтобы вот такие вот не было. Что это? Заляпывается постоянно, здесь заляпывается. Нужно постоянно вот тряпкой вот так протереть. Это невозможно. Второй недостаток. Уже невозможно войти в скрытый режим, где показывает, допустим, заряд батареи и так далее, и так далее. Скрытый режим не получится войти, так как здесь уже невозможно нажать две кнопки одновременно. Здесь нажимаете и оба кнопки нажимаются. Вот это невозможно. Вот эти говнолепестки работают некорректно. Вот я ставлю видео, где я снял, что я нажимаю и ничего не происходит. Вот что это вот. Я понимаю, что на спорт вот такое должно быть, да. Ну типа спортивный вот. Но не такой же степени, это просто не знаю. Живет своей жизнью. Вот М6, нажимаю и держу, и не переключает. Трэш полный. Вот, например, пятый, вот с этой стороны работает более-менее. С этой стороны шестой, нажимаю и держу, не работает. Надо вот сильно нажать. Все. Жесть. Руль полностью китайский. То есть здесь тоже, только каркас. Вот этот говна DMP Car Design, который мне потом говорит, что типа каркас оригинал, а все остальное Китай. Airbag, да, оригинал. Ну, кожа Китай. Во-первых, получил Airbag 5 месяцев, так как на самолете нельзя, не допускается отправить Airbag, поэтому я кораблем отправил, 5 месяцев я ждал этого Airbag. И потом я узнаю, что все это Китай.
Все Китай. Если бы он мне заранее сказал, что руль Китай, я бы купил оригинальный руль 2019 года и кайфовал. Это просто мусор, невозможно использовать вот это. Ну, можно привыкнуть, но нет вот той гладкости, что есть. Вот. По 2 раза нужно делать. Блин. Пипец, короче. Вот. Ладно, с этой стороны как-нибудь, ну, можно, да, что-то изменить или что-то сделать с этой стороны. Вот с этой стороны управлять вот это, вот просто жесть. Серьезно я вам говорю, просто жесть. В общем, когда ты едешь за рулем, заодно что-то здесь делать, что-то здесь менять, что-то поставить там, допустим, массаж или что-то включить с руля невозможно, друзья, я вам говорю, невозможно. Я всегда делаю вот с тачпада, вот. Сигнал не нажимается, короче, нужно очень сильно надавить вот сюда. Вот бывает случай, ты поворачиваешь руль, и нужно, чтобы кому-то сразу сигналить. Вот так. Нужно очень сильно ударить, чтобы сигналить. Просто вот так нажать, дать сигнал не получится. Нужно очень вот так сильно ударить. Короче, тоже жесть, просто не знаю. Ничего в этом руле мне не понравился, кроме дизайна. Хотя пластик тоже дешманский, очень дешманский. Все это сделано в Китае. Здесь, блин, здесь, знаете, какие вот пластмассовые жгуты есть? Вот такие дешманские, 1 цент или 2 цента. Здесь все собрано жгутом. Ужас. Вот, например, в видео Алекс тоже показывал вот этот руль. И где он нажимает на это говно, у него нет звука. То есть я покупаю все это на мои деньги. А тот же самый Алекс получает все бесплатно от DMP Car Design. Поэтому вы никогда не услышите недостатки от тех, кто рекламирует товар. Вот, я говорю, китайское говно. Также сенсор, хрен его знает, не работает. Поэтому, друзья, я не хотел вам давать ссылку. Не покупайте. Покупайте оригинал 2019 года. Дешевле будет. И на eBay тоже есть. Такой руль, друзья, можно ставить и на 213, и на 212, 204 и так далее. Можно ставить, да. Но вопрос, стоит заплатить $1500 для Китая? Извините за эмоции, просто я давно хотел это видео снять. Нет времени сейчас. Даже нет времени другие видео снять. Я очень занят несколько месяцев. Всем спасибо и удачи на дорогах.